Добрый день! Мы продолжаем наш урок по установке Firebird на разные операционные системы. Установка Firebird 5 на операционную систему Linux. Самым лучшим вариантом установки Firebird на операционную систему Linux является установка из Tarball. Часто в репозиториях оказываются неактуальные версии СУБД или их может не быть вообще. Чтобы не быть зависимым от сторонних мейнтейнеров, устанавливаем Firebird и Tarball с официального сайта. Подобная установка также имеет дополнительные плюсы, о них расскажем позже. Установка Firebird 5 на операционную систему Ubuntu версии 22.04 LTS и Star. Установка Firebird на Ubuntu и Debian проходит одинаково, поэтому рассмотрим установку только на Ubuntu версии 22.04 LTS. Подключаемся к серверу по SSH. Получаем права администратора через команду sudo с ключом S. Это осуждается, но сейчас это удобнее, чтобы не дописывать sudo к каждой команде. Копируем с официального сайта ссылку на пакет для установки Firebird 5 для Linux x64. Скачиваем с помощью widget пакет для установки Firebird 5. Распаковываем tar в текущий каталог. Переходим в каталог со скриптом установки install.sh, пробуем его запустить. Если не установлен tommat, его необходимо установить командой apt-get install libtommat1. Запускаем инсталлятор повторно. Вводим пароль для sysdba. Проверяем запущенную службу Firebird командой systemctl status Firebird. Проверяем активные процессы командой top с параметрами c и u Firebird. В процессах видим службы Firebird и Guardian, запущенные пользователем Firebird. Запускаем ICQL командой opt firebird bin ICQL. Вводим команду connect opt firebird examples emp build для подключения к базе данных employee.fdb, присутствующую в каждом инстансе. Вводим команду show version. Как и в варианте установки Windows, для скрытия пути к базе данных у СУБД Firebird есть механизм алиасов. Откроем файл cat opt firebird database.conf и увидим там записи о базе employee.fdb. Сервер СУБД Firebird 5 установлен успешно. Создадим базу для экспериментов. Так как СУБД Firebird в Linux работает под отдельным пользователем Firebird, то каталог для баз данных должен быть открыт для записи и чтения этим пользователем. При установке на операционную систему Linux нужно быть аккуратнее с правами пользователя Firebird, под которым работает служба Firebird. Нельзя просто так создать базу данных, не имея прав. У операционной системы Windows по умолчанию служба запускается под локальной системной учетной записью, поэтому с созданием баз данных все проще. Создадим каталог DBase и дадим права Firebird на него. Создадим базу данных. Проверим наличие файла базы данных в каталоге DBase. Важно помнить, что для подключения к базам данных нужно открыть порт, используемый СУБД. У Firebird по умолчанию используется порт 3050. Проверим подключение к базе данных employee.fdb с другого компьютера. Запустим ICQL на операционной системе Windows. У Ubuntu 22.04 порт 3050 открыт, поэтому проблем с подключением нет. Также есть важный нюанс. Операционная система Linux регистрозависима, поэтому подключение к базе данных с использованием заглавных букв не равно команде, набранной прописными буквами. Это можно обойти, используя дополнительный алиас в верхнем или нижнем регистре. Кроме ICQL и прочих штатных утилит, которые есть в Windows, в Linux есть дополнительные скрипты для настройки. Например, регистр database.sh позволяет добавить алиас базы данных без прямого изменения файла database.conf. Запустим утилиту регистр database.sh из каталога opt firebird bin. После этого проверим изменения в файле database.conf. В конец файла добавлен алиас для test.fdb. change-server-mode.sh позволяет изменить архитектуру Firebird. Сменим архитектуру на Classic. Проверим firebird.conf. В конец файла добавлена строка server-mode равно Classic. Несомненным плюсом установки из Tarball является то, что все файлы, относящиеся к инстансу, находятся в одной директории. Установка двух инстансов Firebird 5 на операционной системе Ubuntu 22.04 LTS и Star. Установим первый инстанс аналогично тому, как мы делали ранее.
Так как у нас уже установлен libtommat, пропустим этот этап и сразу приступим к установке Firebird. Перейдем в директорию с инсталлятором и запустим его. Пароль sysdba укажем master-key, нижнее подчеркивание 3050. Проверяем запущенную службу Firebird командой systemctl status Firebird. Проверяем активные процессы командой top с параметрами c, u, Firebird. В процессах видим службы Firebird и Guardian, запущенные пользователем Firebird. Запускаем ICQL командой opt firebird bin ICQL. Вводим команду подключения к базе данных employee.fdb. Первый инстанс установлен. Приступаем к установке второго. Запустим инсталлятор install.sh с ключом path opt firebird 2, где путь – это директория для установки второго инстанса. Пароль sysdba укажен master-key, нижнее подчеркивание 3060. Проверяем службы Firebird командами и systemctl status Firebird otp firebird2.service. Служба не запущена, это сделано специально для предотвращения ошибок из-за совпадающего порта у инстансов Firebird, так как инсталлятор Linux не дает изменить порт перед установкой. Изменим порт у второго инстанса на 3060. Откроем редактором файл конфигурации firebird.conf из директории opt firebird 2 и изменим параметр remote service port. Укажем порт 3060 вместо 3050 и уберем знак решетки. Запустим службу командой systemctl start firebird.opt нижнее подчеркивание firebird2.service и проверим ее состояние. Запускаем ICQL командой opt firebird 2 bin ICQL. Вводим команду подключения к базе данных employee.fdb. Важно помнить, что если при подключении из ICQL не указать порт явно, он будет взят из файла firebird.conf. Поэтому, если мы запустим ICQL из директории первого инстанса, но попробуем подключиться с паролем от второго, мы получим ошибку. Поэтому важно явно указывать порт для подключения во избежание таких ситуаций даже при локальных подключениях. Важно знать и помнить один нюанс. Первый инстанс нужно установить инсталлятором без указания дополнительных ключей. Если первый инстанс установить в другой каталог, не создадутся ссылки из системных каталогов user-lib и user-include. Во многих случаях это не критично, потому и работает, но в целом плохая практика. Установка двух инстансов успешно завершена. Удаление Firebird 5 на операционной системе Ubuntu версии 22.04 LTS. Для удаления SUBD Firebird служит файл firebird install.sh, который находится в директории bin каждого инстанса. Для удаления инстанса opt firebird 2 перейдем в его директорию bin и запустим firebird install.sh. Первый инстанс запущен, поэтому мы получаем предупреждение. Остановим службу первого инстанса и запустим удаление еще раз. Директория opt firebird 2 удалена, база данных безопасности скопирована в директорию tmp. Удалим инстанс opt firebird. Перейдем в его директорию bin и запустим firebird install.sh. SUBD Firebird успешно удалена. Установка Firebird 5 на Red Hat Based из TAR. Установка на Red Hat Based дистрибутивы проходит одинаково, поэтому рассмотрим установку на Alma Linux версии 8.9 как альтернативу CentOS версии 8. Получаем права администратора через команду sudo с ключом S. Копируем с официального сайта ссылку на пакет для установки Firebird 5 для Linux x64. Скачиваем с помощью widget пакет для установки Firebird 5. Распакуем в каталог Home warm lamp SQL командой tar. Переходим в каталог Home warm lamp SQL Firebird 5. Запускаем скрипт установки ./install. Нас просят установить tommat. Подключаем дополнительный репозиторий и устанавливаем его. Запускаем инсталлятор повторно, вводим пароль для sysdba, проверяем запущенную службу Firebird командой systemctl status Firebird. Проверяем активные процессы командой top с ключами c и u Firebird. В процессах видим службы Firebird и Guardian, запущенные пользователем Firebird. Запускаем ICQL командой opt firebird bin ICQL. Вводим команду для подключения к базе данных employee.fdb. Важно помнить, что для подключения к базам данных необходимо открыть порт использованию SUBD. У Firebird по умолчанию используется 3050. Проверим подключение к базе данных employee.fdb с другого компьютера. Запустим ICQL на операционную систему Windows.
Connect 192.168.5.215.3050 Employee FTP User CSDBA Password Master Key, где указан адрес сервера СУБД Firebird, 3050 порт, используемый при подключении. Пробуем подключиться к базе данных. Получаем ошибку подключения ICQL по адресу 192.168.5.215, где нашел запущенный сервер СУБД Firebird. В Alma Linux версии 8 порт 3050 изначально закрыт Firewall. Откроем порт 3050. Повторно проверяем подключение с другого компьютера. Теперь подключение прошло удачно. Вводим команду show version, видим, что мы подключились к базе данных Firebird на операционной системе Linux. Установка второго инстанса производится точно так же, как и в Ubuntu. Спасибо вам за просмотр видео. Обязательно подписывайтесь, чтобы следить за обновлениями. Оставляйте комментарии, если вы хотите что-то добавить, узнать какую-то новую тему. Ставьте ваши реакции в виде лайков или дизлайков. Если у вас есть что-то добавить, пишите об этом в комментариях. Также можете указать, какие темы вас интересуют, которые нужно рассмотреть подробнее. Всем спасибо и до новых встреч в следующем видео.